Представьте себе невероятное. Земля вдруг начинает вращаться в обратную сторону. Этот сценарий кажется фантастическим, но ученые смоделировали такую возможность, и результаты оказались ошеломляющими. Самое первое, что бросается в глаза — изменение направления вращения. Наша планета начинает свой ежедневный путь с запада на восток, а не наоборот, как мы привыкли. Это не просто смена курса, это буквально переворот всей нашей реальности. Смена направления вращения приводит к тому, что солнечный свет начинает освещать Землю с другой стороны. Восходы и закаты теперь происходят в обратном порядке. Представьте, как непривычно начинать утро с заката и заканчивать его восходом. Вся наша биология, основанная на привычном ритме дня и ночи, оказывается под угрозой. Это влияет на все, от циркадных ритмов человека до поведения животных и растений. Но это только начало. Глобальные ветра тоже меняют свое направление, что кардинально воздействует на погоду и климатические системы. Например, преобладающие западные ветры в умеренных широтах теперь дуют на восток, создавая совершенно новые погодные условия. Температуры и осадки резко изменяются, приводя к переосмыслению концепции сезонности, к которой мы так привыкли. Кроме того, обратное вращение Земли вызывает изменения в магнитном поле, что может привести к масштабному воздействию на электронику и навигационные системы. Представьте себе общество, которое внезапно теряет GPS и связь, находясь на пороге вынужденной технической адаптации. Однако это лишь начало захватывающего путешествия в мир, где привычные законы природы переворачиваются с ног на голову. В следующей части мы узнаем, как перемещающиеся континенты принимают новые формы, подготавливая планету к еще более удивительным изменениям. Перемещающиеся континенты — новые формы Земли. Перемещение континентов — это, пожалуй, одно из самых впечатляющих последствий обратного вращения Земли. Представьте, как тектонические плиты, движимые изменившимися силами, начинают танец, который полностью меняет облик нашей планеты. Гималаи, которые когда-то величественно возвышались над Азией, теперь постепенно смещаются к экватору, предоставляя место для новых горных систем в других частях света. Африка, знаменитая своими пустынями, медленно дрейфует в сторону континентов, с которыми она никогда не граничила раньше. Эти тектонические изменения усиливаются перераспределением веса гигантских ледников, которые также перемещаются на фоне глобальной климатической перетасовки. Антарктида, возможно, разделяется на две части, каждая из которых движется к новым, неожиданным точкам планеты. Такие изменения создают новые морские проливы и закрывают старые океанские пути, оставляя неизгладимый след на карте Земли. Подводные горные цепи всплывают в неожиданных местах, создавая новые острова и архипелаги. Земные разломы расширяются и сокращаются, формируя такие новые ландшафты, что карты становятся почти бесполезными. Это, в свою очередь, приводит к драматическим изменениям в океанических течениях, что напрямую влияет на климат и экосистемы. Эти грандиозные перемены ландшафта оказывают колоссальное влияние на судьбу цивилизаций, которые должны будут адаптироваться к своим новым домам. Мысли о том, как это изменит Землю, разжигают воображение. Куда же приведет все это человечество? В следующей части мы окунемся в климатическую революцию, где ледники займут тропики, а пустыни покроют полюса. Климатическая революция, ледники в тропиках и пустыни на полюсах. С изменением направления вращения Земли климат начинает перестраиваться в неузнаваемую систему. Глобальная циркуляция атмосферы, раньше стабильная, вступает в хаотическое движение. В зоне тропиков наступает ледниковый период. Да, именно ледниковый. Огромные массы холодного воздуха, ранее сосредоточенные на полюсах, теперь свободно перемещаются в регионы, где раньше царила бесконечная жара. Там, где когда-то шумели джунгли Амазонки или пылали пустыни Сахары, раскинулись ледяные равнины, покрытые толстым слоем снега и льда. Обратная сторона медали — это превращение полюсов в пустыни. Представьте себе суровую Арктику, которая постепенно становится местом, подобным Сахаре. Полярные области теперь испытывают зной, к которому их экосистемы совершенно не приспособлены. Вечные снега исчезают, уступая место песчаным дюнам, которые поглощают остатки растительности и фауны, некогда процветавшей в холоде. Эти резкие перемены приводят к катастрофическим последствиям для животных и растений. Те, кто не успеют адаптироваться к новому климату, исчезнут навсегда. Но более удивительно то, как некоторые виды эволюционируют, чтобы выжить в новой реальности. Тропические деревья, изнемогающие под тяжестью льдов, возможно, обретут способности, чтобы приспособиться к этим суровым условиям, в то время как виды, привыкшие к холоду, ищут убежища в тенистых уголках новообразованных пустынь. Этот климатический переворот не только переписывает биологическую карту планеты, но и влечет за собой изменения в жизни людей. Такое переустройство природных условий требует от человечества небывалой изобретательности и адаптации. Какие же еще сюрпризы скрывает в себе мир, где природа вручает новые карты? В ближайшее время мы увидим, как мигрируют города и как население Земли ищет свой новый дом. Исчезновение видов. Как животный мир адаптируется к новым условиям.
С изменением климата приходит настоящий переворот в мире животных. Многие виды оказываются не готовыми к столь драматическим переменам. Животные, когда-то процветавшие в своих привычных ареалах, столкнулись с невиданными до этого вызовами. Кто-то из них полностью исчезает, не успев адаптироваться к новым условиям. В то же время некоторые виды находят удивительные способы для выживания. Представим себе слонов, привыкших к африканским саваннам. Теперь эти массивные животные оказываются в условиях ледников, которые медленно, но верно оккупируют тропики. Их толстые кожи и большие уши имеют недостатки в борьбе с холодом. Но природа полна сюрпризов. Спустя поколение или два они могут развить теплые покровы или стать миниатюрными, чтобы легче согреваться. Другая сторона этой медали — существа Арктики. Полярные медведи и моржи, чья жизнь зависела от льдов и снега, теперь вынуждены искать новые убежища в жарких и засушливых местах. Возможно, они начинают развивать способности, которые ранее казались невозможными, например, более короткую и светлую шерсть для отражения солнца. В столь сильной адаптации скрывается магия эволюции. В водной среде происходит не меньшая трансформация. Рыбы и морские млекопитающие вынуждены мигрировать из-за изменения температуры океанов. Течение Гольфстрима, изменившее свое направление, заставляет многих представителей морской фауны искать новые территории для обитания. Это приводит к невероятным миграциям, потрясающим экосистемы, привыкшие к стабильности. Однако такая смена привычных условий не остается в стороне и от человеческой популяции. В следующий раз мы увидим, как мигрируют города и как меняется карта населения планеты, адаптируясь к еще более удивительным изменениям. Миграция городов. Как изменится карта населения? Перемены, вызванные обратным вращением Земли, не оставляют выбора. Города начинают миграцию. Климатические изменения вынуждают целые сообщества переселяться в поисках лучших условий для жизни. Регионы, которые всегда считались гостеприимными, теперь становятся суровыми и недружелюбными. Города, расположенные в тропиках, сталкиваются с ледниковыми условиями. Пальмы, стоящие вдоль городских улиц, покрываются снегом, а жители закутываются в теплую одежду в попытке сохранить тепло. Мегаполисы, такие как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, оказываются в зоне рискованных климатических изменений. Люди вынуждены переезжать в более теплые регионы. В это время северные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, превращаются в новые экономические центры, привлекая людей из всех уголков мира. Это приводит к культурным сдвигам и новым формам сосуществования. В то же время пустынные зоны, ранее считавшиеся негодными для обитания, теперь представляют собой перспективные места для городов. Песчаные земли становятся плодородными, а вода, ранее дефицитная, благодаря новым климатическим условиям, становится доступной в большем количестве. Население перемещается туда, где теперь можно комфортно жить и заниматься сельским хозяйством. Однако это лишь один аспект глобальных изменений. Перемещение людей вызывает смену границ и образует новые социокультурные связи, которых никогда не существовало ранее. Как будут взаимодействовать эти новые общества и какие проблемы их ожидают? Вопрос, который остается открытым. Тем временем обратное движение времени только добавляет загадочности в этот новый мир. В дальнейшем мы поближе посмотрим, как изменение светового дня и ночи может перекроить наше понимание времени и пространства. Обратное движение времени. Что происходит с днем и ночью? Смена направления вращения Земли кардинально меняет порядок дня и ночи. Представьте себе пробуждение, когда на востоке вместо рассвета на горизонте появляется закат. Это революция в ритме нашего существования. За счет обратного вращения день и ночь начинают меняться местами, и обычные утренние ритуалы надо начинать в сумерках. Человечество оказывается в ситуации, когда привычный цикл сна и бодрствования ломается, что приводит к массовой дезориентации. Эти перемены могут повлечь за собой кардинальную перестройку всей социальной и экономической системы. Идея рабочего дня и ночи становится абсурдной. Организации и компании вынуждены адаптироваться к новым условиям, меняя графики и внедряя новые формы работы, чтобы поддерживать продуктивность. В то же время уличное освещение и транспортные системы должны быть кардинально пересмотрены, чтобы соответствовать новым условиям. Обратное вращение также воздействует на биологические ритмы всех живых существ. Многие виды, как и люди, зависят от света для навигации в мире. Птицы, например, используют положение Солнца для миграции. Обратное движение Солнца усложняет их способности ориентироваться, что может повлечь хаос в миграционных путях и привести к массовым перемещениям популяций животных. Это, в свою очередь, затрагивает экосистемы и может вызвать каскадные эффекты, влияющие на природный баланс. Стихийные перемены в свете дня и ночи также оказывают влияние на сельское хозяйство. Растения зависят от солнечного света для фотосинтеза, а изменение его режима требует от фермеров инновационных подходов к выращиванию культур.
Все привычные временные рамки подвергаются перевороту, и человечество оказывается втянутым в новый режим жизни, который обещает быть не только вызывающим, но и интригующим. Это только один шаг на пути к полному пониманию новой реальности, которая таит в себе еще множество сюрпризов. Новая история человечества. Как меняется ход цивилизаций? Перелистывая историю человечества под влиянием обратного вращения Земли, мы сталкиваемся с удивительными метаморфозами. Цивилизации, которые веками существовали и развивались в одном и том же направлении, теперь начинают двигаться в новом, неожиданном русле. Восточные цивилизации, такие как Китай и Индия, оказываются на западной стороне, и наоборот. Это переписывает пути торговли и миграции, перемещая маршруты, которые когда-то связывали мир. Великие торговые пути, такие как Шелковый путь, оказываются неэффективными, что вынуждает народы искать новые экономические альянсы и стратегические пути. Социальные и культурные изменения идут рука об руку с геополитическими сдвигами. Возрождение старых культурных центров, которые не были в центре внимания многие столетия, становится возможным благодаря новым климатическим условиям. Древние города, которые исчезли под песками времени, теперь могут стать новыми столицами мира. Архитектурные и научные достижения этих цивилизаций начинают влиять на современное общество, предлагая уникальные решения вечных проблем. Расширение и сокращение морских путей также играет важную роль. Смена течений и уровней моря влияет на торговлю и логистику, вынуждая изобретать новые технологии для транспорта и связи. Морские державы, такие как Великобритания и Япония, должны адаптироваться к новым морским вызовам, строя более устойчивые корабли и нарабатывая новые маршруты. В это время государства, зависящие от сельского хозяйства, как Египет с его Нилом, должны переосмыслить свои подходы к агрикультуре, разрабатывая инновационные методы ирригации и земледелия. Все это непременно сказывается на демографическом росте и распределении населения. Старые и новые цивилизации сталкиваются в борьбе за ресурсы, создавая новые альянсы и конфликты. Эта новая история человечества показывает, как изменилось бы все, если бы Земля вращалась в другом направлении. Она напоминает, что даже малейшие изменения в природе могут повлечь за собой глобальные последствия, трансформируя не только физический облик планеты, но и все аспекты человеческой жизни. Полярные сюрпризы. Арктика в тропиках. Обратное вращение Земли приносит неожиданные сюрпризы в самые дальние уголки планеты, включая Арктику. Представьте себе, как холодные просторы северных широт вдруг начинают терять свою суровость. Ледяные равнины, которые веками оставались недоступными и враждебными, начинают таять под воздействием теплого воздуха, движущегося с юга. Это означает, что Арктика превращается в регион, напоминающий тропики. Экосистема, привыкшая к вечной мерзлоте, оказывается в новом, совершенно непривычном климате. Оттепель освобождает огромные пространства, которые ранее были скрыты под толстым слоем снега и льда. Появляются ранее скрытые подводные ландшафты и острова, которые могут стать новыми домами для животных, мигрирующих из других климатических зон. Арктическая флора, ранее редкая и выносливая, уступает место более теплолюбивым растениям, создавая уникальные тропические пейзажи на территории, которую мы всегда считали царством холода. Такие изменения вызывают массовые миграции животных. Белые медведи, моржи и другие обитатели Арктики вынуждены адаптироваться или искать новые ареалы для жизни. Они начинают миграцию на юг, в более холодные регионы, которые теперь предоставляют условия, более подходящие для их выживания. Океанские течения, изменившиеся в результате обратного вращения, также приводят к новым маршрутам миграции морских животных. Эти трансформации оказывают влияние и на человеческую деятельность. Открываются новые торговые пути через Северный Ледовитый океан, предоставляя более быстрые маршруты для глобальной торговли. Это делает северные регионы более привлекательными для экономической деятельности и развития инфраструктуры. Вновь открытые земли становятся целевой площадкой для исследований и освоения, что приносит новые возможности для стран, расположенных в этих широтах. Эти полярные сюрпризы показывают, что даже самые устойчивые регионы нашей планеты могут подвергнуться кардинальным изменениям. Такая трансформация Арктики оказывает огромное влияние на глобальную экосистему и мировую экономику, предоставляя многочисленные вызовы и возможности для человечества. Мировые океаны, реверс течений и перемены в экосистемах. Изменение направления вращения Земли вызывает колоссальные сдвиги и в мировых океанах. Океанические течения, которые веками направляли миграции морских животных и регулировали климат планеты, начинают движение в противоположном направлении. Наиболее значимые изменения касаются течения Гольфстрима, который теперь переносит теплые воды не на север, а на юг. Это изменение кардинально влияет на климат прибрежных стран Европы и Северной Америки. Североатлантические побережья, привыкшие к мягкому климату, теперь испытывают значительно более холодные зимы, приводя к изменению жизненного уклада всех обитателей региона.
Перерождение течений оказывает влияние не только на климат, но и на морскую экосистему. Потоки, которые раньше приносили богатое разнообразие питательных веществ, теперь движутся в другие направления. Это приводит к изменению мест обитания многих морских видов. Рыбы и млекопитающие мигрируют в поисках еды, а их новые маршруты могут пересекать океанские пространства, ранее считавшиеся неприспособленными для жизни. Киты, акулы и стаи мигрирующих рыб теперь следуют за новым потоком, создавая новые пищевые цепи и конкуренцию за ресурсы. Эти изменения не остаются без внимания человека. Рыболовная промышленность, зависящая от стабильных мест обитания и миграционных путей, вынуждена адаптироваться к новому распределению ресурсов. Порты и рыболовные флоты изменяют свои маршруты, чтобы использовать новые возможности, предоставляемые измененными течениями. Инженеры и ученые разрабатывают новые технологии для мониторинга океанов, чтобы поддерживать баланс морских ресурсов в изменившихся условиях. Научные исследования отмечают, что тектоническая активность и изменение уровня моря могут повлиять на прибрежные города и островные государства, требуя от них мер предосторожности по защите от повышенного уровня воды и береговой эрозии. Несмотря на все эти трудности, изменения в океанах предлагают и новые возможности для использования энергии морских течений и исследования глубоководных районов, ранее недоступных из-за климатических условий. Эксперты прогнозируют, что это откроет новую эру в освоении и понимании мирового океана. Неожиданное будущее. Какие сюрпризы нас ждут в новой реальности? Итак, мы подходим к финалу нашего удивительного путешествия в мир обратного вращения Земли. Будущее, которое нас ожидает, наполнено множеством сюрпризов и вызовов. Все, от экосистем до технологий, будет вынуждено адаптироваться к новой реальности. Жизнь на нашей планете превратится в постоянный поиск баланса между изменившимися условиями и нашими потребностями. Технологический прогресс не остановится. Новые климатические и геологические условия могут привести к изобретению невероятных технологий, которые позволят нам приспособиться к этой новой реальности. Представьте себе агрокультуры, способные расти в ледяных пустошах, или энергоэффективные города, которые используют каждый луч солнца, чтобы поддерживать жизнь в новых климатических зонах. Наука и инновации будут необходимы для преодоления трудностей, возникающих в результате этих изменений. Но не только технологии претерпят революцию. Человеческое общество в целом должно будет пересмотреть свои устои и ценности. Новые вызовы требуют глобального взаимодействия и сотрудничества. Государства, когда-то конкурирующие за ресурсы, теперь могут объединиться для решения общих проблем, связанных с изменением климата и миграцией. Это создаст уникальные политические и культурные форматы, которые будут направлены на поддержание мира и баланса. Наша повседневная жизнь также изменится. Восприятие времени и пространства станет другим, особенно с учетом смены дня и ночи. Глобальные города станут мультикультурными центрами, где сливаются разные традиции и языки. Люди будут искать новые способы самовыражения и адаптации, создавая уникальные сообщества и культурные феномены. В этот момент наша планета откроет перед нами возможности для изучения и открытия новых горизонтов. Возможно, именно в этой непрерывной трансформации мы найдем ключ к решению древних загадок и открытию неизведанных возможностей. Так или иначе, будущее Земли в обратном вращении — это великолепное напоминание о силе адаптации и потенциале, который скрыт в каждом из нас.